Я приветствую вас, представители знака зодиака Рак. Таро расклад. Что прояснится? Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. Таро на неделю с 17 по 23 марта. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Конечно, останемся реалистами, поскольку любой расклад или прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же вы получите. Итак, что же прояснится? И нам ретроградная Венера может вернуть, ну или на доработку некоторые вопросы, или люди могут возвращаться из прошлого. Здесь есть подведение итогов. Может быть, тому, к чему вы прикладывали долгое время силы, здесь как будет проясняться что-то, потому что не бывает, как вот все в пустоту. Для чего-то нам, может быть, нужен был конкретный человек, и вы будете делать выводы. А может быть, какая-то конкретная ситуация, которая у вас складывалась в предыдущий период, и вы не могли получить какого-то итога. Скорее всего, постепенно, и не только на эту неделю, а до 13 апреля мы его все же можем, этот итог, подвести или понять, зачем это было нужно. Есть вполне вероятно и смысл продолжать какие-то отношения или сотрудничество с кем-то. То есть в любом случае те события, которые приходят на наш порог или в нашу жизнь, они нам для чего-то нужны, важны. Смотрим, что у вас совпало. Я смотрю, и вы смотрите. У вас дорога выпадает. И действительно, у кого-то переезд или поездки, или сама по себе неделя насыщенная может быть. Каких-то переездов, пусть даже мелких, у кого-то из вас, ну вот будет наполнена такими энергиями. Перемещаться придется. Что же вам еще подскажут карты на события будущего? Что может случиться или произойти? Я должна сказать, хорошее настроение. Когда выпадает флирт, кот. Но это не только флирт, у кого-то и флирт, правда, знакомство. Но, понятно, мы все разные, у каждого свои предпочтения и задачи. Но хорошее настроение уже эта карта, точнее значение, обещает. Но есть какое-то, как сомнение, неуверенность. Это еще остаются некоторые неопределенности, но по Луне это тоже, опять же, нет какой-то реальной конкретики. Это мы можем погрузиться в какие-то долгие размышления и выпасть буквально из реальности. Поэтому будьте реалистами, мои дорогие. У вас вообще, посмотрите, благополучный период жизни. В добрых энергиях, с хорошим настроением. Само по себе благополучие, голубь как раз символизирует. Это в разных темах, вопросах тут могут быть к решению, причем такому хорошему решению, дела или вопросы по части вашей работы, вашей занятости. Может быть, это отчасти у кого-то будет связано с документами точно, потому что выпадает книга. И в данном пасьянсе это официальное учреждение, куда мы обращаемся для того, чтобы прояснить некоторые вопросы или получить согласование. Вот правда, не сомневайтесь, здесь какое-то самокопание у вас может быть, которое совершенно неуместно на этой неделе. Тут добрые события, буквально ангел нам говорит о том, что как пространство, Вселенная вам дает какую-то возможность. Действительно что-то проясняется. Может быть, пусть даже не на 100%, но, по крайней мере, какие-то позитивные сдвиги, они есть. И пусть вы окончательно не решаете на этой неделе какой-то вопрос или по намеченной цели, но продвижение, прогресс, безусловно, будет. Конечно, замечтаться тоже нельзя, потому что выпадает у вас тут змея, я уже не складываю, но змея – это тот человек, которому мы не доверяем, словно он, ну, где-то находится в тени. Или такое значение, когда нам могут пускать пыль в глаза, говорить что-то приятное даже, то, что нам важно услышать, или мы хотим это слышать. А с другой стороны, задать себе, наверное, первый вопрос. К примеру, в тех случаях, когда вам какой-то человек вот разного рода приятности и говорит,
а зачем ему это нужно? Но вот когда мы такие вопросы себе самим создаем или позволяем себе не быть наивным, а допускать, что где-то нами могут манипулировать, то тогда меньше шансов попасть в просак. Поэтому сами будьте прозорливы, внимательны. Где-то слушайте свою интуицию, она вам будет давать правильные подсказки. Но у вас есть ангел. И вот, кстати, получается, что в одном квадрате у вас, как учреждение, выпадают инстанции. И с одной стороны есть и змея, но есть и ангел. И здесь может быть такое, знаете, как противодействие. Есть и положительные энергии, которые за вас, буквально ангел, безусловно, добро всегда побеждает, но есть еще и то, что как может вам препятствовать, но так или иначе решить что-то для себя положительное у вас есть такая возможность. Смотрю, пока с вами разговариваю, что у вас еще совпало. И я не вижу совпадений. Идем дальше. Давайте, что прояснится, достанем такую карту. Возможно, это будет связано с информацией, с какой-то новостью или получением действительно документа. Что же прояснится для вас на этой неделе? Узнаем. Вторая карта – неожиданности или неожиданные события. Добрые события, мои дорогие. Или что вас приятно удивит, или что вас обрадует. И к чему все это идет. И достанем 3 карты по основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес. Здесь и обучение, у кого-то, опять же, согласование, документы, денежная энергия, финансы и личная жизнь. Что же прояснится? Ух ты! По части поездок, переездов, документов или как, ну, какая-то вообще это карта успеха, но это еще и сама по себе карта стремительности и перемен, может быть, стремительных перемен. Здесь, правда, проясняется, что жизнь полна перемен, и это не совсем на эту неделю. Любой старший аркан минимум недели на 3. Поэтому до конца, пока вот ретроградная Венера по 13 апреля, здесь какие-то могут быть преобразования у вас или много дорог. Действительно, для кого-то будет проигрываться как много перемещений самих по себе. Или для кого-то из вас вы намереваетесь поменять место жительства. И тогда все мероприятия, которые будут с этим связаны, вы можете продумывать, просчитывать, собирать информацию о той местности, куда вы собираетесь ехать. Может быть, это необходимо сделать по работе. Иногда вот это сочетание может как раз дать такую возможность, если вы ставите перед собой в план работать из любой точки мира или работать на дому, например, чтобы иметь возможность работать из любого места. Может быть, колесница, все же пространство еще по ней проходит по этой карте, поэтому как и эфир и интернет, может быть, какие-то как новые технологии, которые вы изучаете, или для себя открываете новые способы заработка. Такое тоже может быть, если мы говорим про успех. Но какой-то успех, он у вас конкретизируется на этой неделе. Что прояснится? Вот именно, ну, как застой какой-то кончился. Для кого это важно услышать. Или какая-то долгая пауза. Нам отсюда только вперед. И карта говорит, не оглядывайся назад. Наоборот, максимально эту неделю употреби для пользы самого себя или для своих достижений. Чаще это все-таки достижение проигрывается, когда ты можешь реализовать практически свою мечту. Но не о реализации вот на 100%, конечно, эта карта, а о том, что, ну, как лед тронулся или как уже пошел какой-то прогресс. Неожиданности. Или неожиданные события, действительно известия. Где-то и ваше понимание. И вот обратите внимание, по жезлов мы действительно чему-то учимся. Или мы обустраиваем свою жизнь как-то по-новому и понимаем, что это все равно новая концепция. Нам нужно адаптироваться к какой-то ситуации. И паж, как будто счастливый прыжок запечатлел автор, художник. И вот этот жезл, который очертил круг, я надеюсь, это видно, нам говорит о том, что прежний жизненный этап закончен. И вот теперь этот жезл пойдет уже на второй этап. Новые
этап совершенно жизни, какая-то перезагрузка у вас может быть на этой неделе. И это будет связано с конкретной новостью, известием каким-то, который вы можете переложить для себя в плюс по сфере ваших достижений, работы, занятости, поездок, переездов, ну вот конкретных каких-то действий. Поскольку жезлы – это наши достижения, дела, работа, бизнес, деньги где-то и все, что с этим связано. Давайте мы узнаем, какие же добрые события у вас на пороге, или что вас приятно удивит, вы получите деньги. Прекрасная карта самодостаточности, девятка пентаклей. Но девятка – это карта не об общности людей, а больше о вас самих, что деньги есть, деньги будут, и опять же возможности. Возможности по-новому зарабатывать деньги или для себя открыть какую-то новую сферу, где вы приложите максимально и раскроете свои таланты, мои дорогие, когда вы заслужите признание, потому что самодостаточность – это, безусловно, процветание. И это не происходит само по себе. Денежный эквивалент финансовый, он все равно присутствует. Помним, что деньги – это один из способов взаимодействия с миром, а вверху у нас аркан колесница. Для вас как мир может открыться или открыться какие-то возможности. Может быть, правда, кто-то визу получает или документы, которые необходимы для переезда или просто перемещений. У кого-то работа, связанная с командировками. Но сами по себе перемены могут где-то говорить, возможно, и о личной жизни, хотя ни одна из карт пока о личной жизни не сказала. Но кто знает, если есть первостепенные вопросы по части вашего финансового обеспечения, а это уже символизирует надежность, уверенность в сегодняшнем дне и в завтрашнем, значит, свое благополучие обустроить как можно с большим плюсом уже на этой неделе. Есть и перспективы, и какая-то ситуация для вас проясняется. К чему же все это идет? Однозначно, когда семерка жезлов, нам говорят, ты должен заниматься только своими вопросами. Или то, что для тебя сейчас очень важно. Здесь на нас воздействует. Обратите внимание, мне нравится в этой колоде семерка жезлов. Это всегда какая-то многозадачность. Или мы иногда называем карту соревнования. Так вот, здесь важно будет, к чему все идет. И это на последующий период тоже. Заниматься именно своими делами. Здесь могут к вам поступать разного рода предложения, проучаствовать в каком-то вопросе. Но помни, а нужно ли этим заниматься? Помни, куда ты потратишь время. Тут может быть такой риск, что время, силы, энергию вы тратите, а бонусы получает кто-то другой. Поэтому и карта говорит, сохраняй гармонию в собственной душе и собственный дзен. Карта колесницы нам уже сказала о том, что будет много перемен, поездок или какие-то неожиданные события. И по аркану колесница мы чего-то не можем отложить на потом. Отложим на потом, так вот завтра этой возможности как таковой не будет. Где такое железо пока горячо. А тут, если мы говорим, к чему все идет, напрямую будет зависеть от того, кому вы скажете «да», или в какие дела, которые, возможно, не совсем для вас в первоочередной важности находятся, вы откликнетесь или дадите обещания. И вот этими обещаниями вы можете быть сдержаны. И, возможно, вы свою пока как будто траекторию движения не можете просчитать, мои дорогие. Аркан колесница. И давая кому-то обещание, завтра вы будете вот в этих рамках находиться, а у вас у самих в вашей жизни будет Его Величество случай, когда вам нужно собраться, буквально подпоясаться и отправиться куда-то, чтобы решить ваш вопрос со знаком плюс, и к этому будут возможности. Но вы будете как в стесненных условиях находиться, опять же, в рамках. Поэтому перед тем, как на что-то согласиться, нужно очень хорошо подумать. Дела, работа, бизнес. Выбор какой-то. Хотя у кого-то это будет говорить влюбленной личной жизни и вполне вероятно оформление, может быть, отношений. Буду оформлять отношения или нет? На какой уровень отношений я собираюсь перейти? И собираюсь ли вообще? Но есть ситуация выбора, возможно, и по работе, как мне действовать, по выбору партнеров, ключевых партнеров. Всегда карта говорит и о том, что да, мы выбор делаем. Делаем где-то сердцем, интуицией, душой.
Потому что если мы даже переложим эту карту на работу, ваш успех находится там, когда вам нравится чем-то заниматься, когда вы получаете от этого удовольствие, когда вы любите свое дело. Значит, там вы больших успехов добьетесь, большего признания, мои дорогие. Хотя вполне вероятно, по этой карте мы, если мы кому-то говорим «да», и если о выборе рассуждать, значит, кому-то мы скажем «нет». Поэтому сам по себе может быть выбор, ну, где-то и сложновато сделать, но необходимо. Хотя это тоже старший аркан, и все идет к вашему благополучию, по крайней мере, добрая энергия. Выбирать как будто придется, но я не вижу, что этот выбор сделать будет сложно. Но, возможно, это будет какая-то ваша тема, которую вам и как раз хочется заниматься. И тогда вот эти две карты будут говорить. Все то, что я сказала прежде, у вас не может не быть времени, потому что вы уже на что-то согласились, а здесь для вас приходят новые перспективы. И вот создается такая ситуация выбора. Поэтому оставляйте себе место для маневра. Оставляйте для себя, мои дорогие, время отдохнуть, привести мысли, ну и, может быть, организм буквально в порядок, чтобы вы себя чувствовали наиболее ресурсными. И это не совсем на эту неделю. Перемены нам уже говорят, причем счастливые, благополучные перемены. Возможности буквально приходят, и дела какие-то еще у вас проясняются. Сама по себе ресурсность у вас, ваша личная, у вас на пороге с новыми стремительными переменами. И для этого самого маневра мы должны как и бодры быть, и в хорошей физической форме, если это буквально с перемещениями. Ну, наверное, и такой немаловажный факт, когда уставшие люди делают ошибки. Старая китайская поговорка. И огромный смысл. Если мы, опять же, много времени в чем-то участвуем, если мы уже практически обессилели, если мы себя где-то сами загоняем в угол, откликаясь на все предложения, мы не можем с 7 сторон света сразу же успеть. Поэтому выбор какого-то приоритета на этой неделе у вас точно будет стоять. Деньги. Хотя деньги есть, деньги будут. Но аркан умеренности, в старший еще один аркан. Какая-то у вас тут перезагрузка, мои дорогие. Вот интересная очень неделя может быть. Но это умеренность не о тратах. Хотя деньги есть и деньги будут. И перспективы точно есть. Но не торопись тратить. Вот если мы будем так говорить. Потому что ты еще пока на этой неделе, с учетом аркана Колесница, не можешь предугадать, просчитать, как пойдут дальше развиваться события. И я тут вижу, может идти, знаете, с какой-то, ну, едва ли не геометрической прогрессией, какие-то варианты, возможностей, когда для самого себя важно это не упустить. И если стоит вопрос инвестиций или вложения, покупок каких-то, у кого-то банально, ну, кто-то мебель меняет, кто-то хочет жилье поменять, я бы не сказала, что на этой неделе мы быстро на что-то соглашаемся. Опять же, 7 жезлов. Ты несколько раз продумай и взвесь. Но с учетом двух арканов деньги, сказали, будут, но аркан умеренности говорит, не спеши. Действительно перезагрузка. Перерождение, так и называется эта карта. 13-й старший аркан. И я надеюсь, все правильно понимают. Это не про смерть, хоть аркан так называется. Это карта возрождения. Да, действительно, что-то заканчивается, и мы с вами говорили об этом по карте Паш жезлов. Новый жизненный этап. Но вот эта перезагрузка означает для вас, что мы что-то оставляем в прошлом. И это имеется в виду то, что не может служить вашему прогрессу. И все карты Таро, которые мы с вами достали, можно свести, правда, в конечном итоге к 13-му аркану. Потому что новое уже что-то у вас буквально на пороге. Но это требует переформатирования некоторого самого себя, ваших целей, намерений, планов, рассчитать свои силы, потому что 13-й старший аркан, пусть это на любовь или личную жизнь, но это личная жизнь имеется в виду вы сами. Вам придется, мои дорогие, проделать какой-то путь в одиночку. По 13-му аркану мы всегда, ну, условно исследуем непознанную землю без карты. И рассчитывать-то мы можем сами на себя. Поэтому аркан умеренности, может быть, вам тоже говорит, не торопись тратить. Потом себе скажешь спасибо. Дай ситуации развиться,
до какой-то полноты или финала, когда для тебя больше раскроются какие-то события, или ты их будешь видеть. Сейчас ты можешь видеть однобоко, а в последующем, шаг за шагом, для тебя будет какая-то ситуация еще проясняться. И стало быть, еще какие-то перспективы для вас будут открываться. Я бы сказала, тут такая перезагрузка, когда это окончание чего-то старого и уже будущее у вас на пороге. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.